Привет, друзья! Сегодня Германия делает неожиданный поворот, сотни бывших объектов снова переход под управление оборонного ведомства. И это лишь первый этап. Решение, которое может изменить планы десятков городов, стало первым сигналом новой оборонной стратегии Берлина. Но на этом день не заканчивается. В самой социально-демократической партии вспыхнул спор. Одни требуют ужесточить гражданский доход, другие называют это предательством принципов. Тем временем в Гамбурге поврежден почти вековой мост. В политике обсуждают новый закон о военной службе, а в обществе спорят даже о Хэллоуине. Нужен ли он в Германии вообще? И это еще не все. Водородная стратегия правительства Фридриха Мерца подверглась критике. Федеральные земли объявили многомиллиардные инвестиции, а рейтинг канцлера Фридриха Мерца падает на фоне резонансных заявлений. Все это разберу в сегодняшнем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить самые важные новости последнего часа Германии и Европы. Итак, Министерство обороны Германии приняло решение приостановить преобразование, внимание, около 200 военных баз в гражданских объектах. Причина – это планы расширения Бундесвера и возросшая потребность в стратегических площадках для целей обороны. Речь идет о 187 бывших объектах, находящихся в собственности Федерального агентства по недвижимости, а также еще о 13 площадках, которые сейчас используются Бундесвером. Среди них это части бывшего аэропорта Тегель в Берлине и старая авиабаза Фюрстенфельдбрücke в Баварии. Эти объекты будут введены в стратегический резерв недвижимости Бундесвера, то есть сохранятся под контролем армии и будут доступны при необходимости. Решение вызовет серьезные последствия для муниципальных планов. В ряде регионов уже разрабатываются проекты по гражданскому использованию этих земель под жилую или коммерческую застройку. Контекст решения – это изменение стратегической безопасности и укрепление оборонных возможностей. Германия стремится увеличить численность действующей армии до 260 тысяч человек, что и требует расширения инфраструктуры и ресурсов для обучения и размещения войск. Для многих коммун и земель решение стало неожиданностью, оно может замедлить реализацию уже начатых проектов и повлечь дополнительные расходы. Для федерального правительства приоритет – это укрепление оборонного потенциала на фоне новых геополитических вызовов. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. В Германии усиливается внутреннее разногласие в социал-демократической партии Германии СДПГ из-за планов по реформе программы гражданского дохода Бюргергельд. Эта система введена, напомню, для поддержания безработных и малоимущих граждан, но теперь обсуждается сокращение выплат и ужесточение санкций для получателей. Берлинский государственный секретарь по социальным вопросам Азис Боскур, член социал-демократической партии Германии, открыто выступил против линии федерального правительства Мерца. Он заявил, что ужесточение правил противоречит ценностям партии и подрывает доверие к социал-демократам. По его словам, СДПГ не должна поддерживать меры, которые могут восприниматься как ограничивающие поддержку людей, оказавшихся в трудной ситуации. Боскурт обратился к руководству партии Ларсу Клинболю и Заскии Эскин с требованием остановить реформу в ее нынешнем виде. Он подчеркнул, что нельзя допускать возврата к политике наказаний времен старой системы Харц-4, от которой Германия пыталась уйти. По данным немецких СМИ, если инициативу Боскурта поддержит пятая часть членов социал-демократической партии Германии, партийное руководство будет обязано рассмотреть ее официально. Эта ситуация показывает растущее разногласие в правящей коалиции и ставит под вопрос единство социал-демократов в вопросах социальной политики. А дальше еще интереснее. Ночью в Гамбурге произошел серьезный инцидент. Сухогруз столкнулся с историческим мостом, и теперь движение перекрыто. Рано утром моторное речное судно с контейнерами направлялось к порту Пойте, проезжая под Фрейхафен-Эльбрюкен, построенным в 1926 году мостом через Эльбу. Внезапно часть груза задела конструкцию моста и повредила ее. К счастью, никто не пострадал. Полиция и портовые службы немедленно перекрыли мост для пешеходов и автотранспорта. Судостроительный флот продолжает движение по реке, но доступ на самом мосте закрыт до дальнейших распоряжений. По предварительным данным, капитан судна, 35-летний мужчина, не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Основной версией рассматривается именно высокая вода. В момент столкновения уровень Эльбы превысил прогнозируемое значение, что могло уменьшить высоту свободного прохода под мостом.
Мост, который уже близок к столетнему юбилею и нуждается в капитальном ремонте, испытывает сегодня серьезную нагрузку. В прошлом году проезд для автомобилей массой свыше 7,5 тонн уже был запрещен с целью снизить износ конструкции. Ущерб оценивают в сотни тысяч евро, поврежденный как сам мост, так и часть контейнерного груза. Администрация Гамбурга и портовые власти уже заняты планированием восстановления, но до тех пор мост останется закрытым для транспорта и пешеходов. Следующая новость касается праздника. В Германии продолжается обсуждение популярности Хэллоуина, который ежегодно отмечается, напомню, в ночь с 31 октября на 1 ноября. Праздник, пришедший из Соединенных Штатов Америки, вызывает у немцев противоречивые чувства. Одни с нетерпением ждут возможности нарядиться в костюмы и угощать детей сладостями, другие считают его чуждым и коммерческим. Сторонники Хэллоуина отмечают, что этот праздник не обременен традиционными семейными обязательствами, как, например, Рождество. Здесь не требуется готовить сложных блюд или дарить подарков, достаточно украсить дом, надеть костюм и раздать конфеты. Для многих это возможность весело просто провести время без лишнего стресса. Противники праздника, в свою очередь, критикуют его за коммерциализацию и заимствование чужих традиций. Некоторые считают, что Хэллоуин нарушает немецкие культурные устои и способствует распространению потребительского поведения. Психологи же отмечают, что отношение к Хэллоуину во многом зависит от личного восприятия и семейных традиций. Для одних это веселый и беззаботный праздник, для других нежелательное заимствование чужих обычаев. Таким образом, Хэллоуин продолжает оставаться предметом обсуждения в немецком обществе, вызывая как положительные, так и отрицательные отклики. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии продолжается обсуждение нового закона о военной службе, который должен заменить существующую систему призыва. Министр обороны Борис Писториус, социал-демократическая партия Германии СДПГ, предложил новую модель, основанную на добровольном вступлении в армию. Однако после внутреннего конфликта в его партии был выработан новый компромисс, включающий 4 этапа. Согласно этому компромиссу все, внимание, 18-летние мужчины должны заполнить анкету, где отметят свою готовность к службе в оборонных структурах. Если количество добровольцев окажется недостаточным, будет проведено случайное распределение среди тех, кто выразил готовность к службе. В случае и этого недостатка будет рассмотрен вопрос о возможном введении обязательной государственной службы. При этом женщины также получат приглашение, но участие будет исключительно добровольным. Представители оппозиции, такие как Норберт Рётген, Христианско-демократический союз ХСС, критикуют предложенную систему, считая, что она не обеспечит необходимое количество военнослужащих. Они предлагают вернуться к обязательной военной службе. В то же время министр Писториус подчеркивает, что его первоначальное предложение основывалось на принципах добровольности и равенства и выражает сомнения в необходимости возвращения к обязательной службе. В ближайшие недели законопроект все же будет обсуждаться в парламенте и предстоит выяснить, удастся ли достичь окончательного согласования между правительством и оппозицией. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. В Германии усиливаются политические дискуссии повышения налогов для состоятельных граждан. Социал-демократическая партия Германии СДПГ требует повышения налогов для состоятельных слоев населения. Молодежное крыло СДПГ, так и ее более консервативное ядро разработали предложение по реформированию налога на наследство и дарение. В частности, депутаты от Социал-демократической партии Германии СДПГ отмечают, что в настоящее время крупные корпоративные активы передаются почти без налогообложения, в то время как меньшее наследство облагается налогом в большей степени. Они считают, что такие крупные наследства должны облагаться также налогом в соответствии с их размерами, чтобы обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержать семьи. В ответ на эти инициативы некоторые представители оппозиции выражают свою обеспокоенность возможными негативными последствиями для экономики и инвестиционной привлекательности страны. Они предупреждают, что именно такие меры могут отпугнуть инвесторов и повлиять на экономический рост. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. В Германии обсуждается политическая ситуация вокруг канцлера Фридриха Мерца. Христианско-демократический союз. Недавняя его речь о внешнем облике городов вызвала широкий общественный отклик и привела к падению его популярности до рекордно низкого уровня. Согласно последнему опросу, проведенного институтом Форса,
Только 25% граждан удовлетворены работой Мерца, что является его худшим результатом с момента вступления в должность. При этом, внимание, 72% опрошенных выразили недовольство его действиями, особенно среди сторонников зеленых, 85%, левых 95% и альтернативы для Германии, внимание, 97%. Суть существующей дискуссии заключается в том, что канцлер отметил, что, цитата, «нелегальное пребывание мигрантов создает дополнительные вызовы для городов и усиливает общественную обеспокоенность вопросами безопасности». Конец цитаты. Этот комментарий вызвал раздражение общественного мнения. 46% согласны с ним, 50% нет. Поддержка была выше среди жителей Восточной Германии и сторонников ХДС и альтернативы для Германии. Однако 52% респондентов считают все-таки, что Мерц не усилил предвзятость к мигрантам, в то время как 46% считают иначе. Критика особенно сильна среди сторонников социал-демократической партии Германии, зеленых и левых. В ответ на это 60 известных женщин Германии обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с требованием усилить меры по обеспечению безопасности женщин, при этом избегая некорректных и предвзятых высказываний. И вот тут начинается самое интересное. В Германии обнародован отчет счетной палаты, который ставит под сомнение эффективность национальной стратегии по водородной энергетике. Несмотря на многомиллиардные инвестиции, проект, направленный на замену нефти и газа зеленым водородом, признан не достигшим ожидаемых результатов. Согласно последнему анализу, правительство не обеспечило необходимую инфраструктуру для водородных заправок, а также не создало условий для массового производства и потребления водорода. В результате, несмотря на значительные вложения, водород остается дорогим и дефицитным ресурсом. Счетная палата отмечает, что в условиях отсутствия эффективной реализации этой стратегии Германия рискует не достичь своих климатических целей и потерять конкурентоспособность в энергетическом секторе. Этот отчет вызывает вопросы о целесообразности текущей энергетической политики и необходимости пересмотра подхода к внедрению новых технологий. И еще одна новость. В земле Рейнланд-Пфальц объявлена масштабная инвестиционная инициатива. Правительство утвердило пакет объемом, внимание, 5,45 миллиарда евро, рассчитанных на 12 лет. По словам премьер-министра Александра Швайцера, СДПГ, средства будут направлены туда, где люди ощущают их каждый день. На современные сады и школы, эффективные транспортные пути, цифровую инфраструктуру и меры по защите климата. Из общей суммы более 3,5 миллиардов евро предназначается муниципалитетам. Это 60% федеральных средств, то есть 2,9 миллиарда плюс 600 миллионов евро из фонда земли. Около 1,95 миллиарда евро будет инвестировано, внимание, в 11 приоритетных направлений, такие как высшее образование, здравоохранение, мобильность, цифровизацию, культуру и энергоэффективное обновление госзданий. Законопроект намерены внести в местный парламент в декабре и принять в начале следующего года. Критики, включая депутатов от Социал-демократической партии Германии, уже усомнились в новизне этого пакета. По их мнению, значительная часть этих средств – это лишь переформатирование из существующих уже программ, а не является фактическим расширением бюджета. Тем не менее, инициатива считается важным шагом в реализации федерального закона об инфраструктурных инвестициях и рассчитана на устойчивое развитие всего региона в ближайшие десятилетия. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.